Здравствуйте, Овны! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы делаем с вами разбор на период с 15 по 31 декабря, собственно, для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени. Какие карты выпадут Овнам в период с 15 по 31 декабря. Напоминаю тем Овнам, кто еще не подписан на мой YouTube канал, что вы можете подписаться, можете сделать это сейчас, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады, если они вам нравятся. Также не забывайте оставлять комментарии, оставлять лайки, если видео вам подошло. Я буду очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Итак, давайте посмотрим, какие же карты вам сегодня выпадут. Такие две королевы сразу. Королева Пентаклей, королева Жезлов. Десятка Пентаклей, тоже прекрасно. Семерка Жезлов. Восьмерка мечей. Рыцарь Пентаклей, четверка Пентаклей, двойка Жезлов, умеренность и карта Солнца. Вообще прекрасно. Итак, у нас есть первая карта, в принципе, королева Пентаклей. Может показывать, что вы сосредоточены будете на своей работе, на своих финансах. Для некоторых из вас, возможно, вы только что могли, не знаю, там создать семью из десятка Пентаклей. Можете быть сосредоточены на своих семейных отношениях и на каких-то финансовых вопросах, касающихся, собственно, да, этой семьи новоиспеченной, потому что здесь может быть как новое начинание для вас, для многих из вас. Возможно, кто-то из вас здесь начинает какой-то новый этап в вашей жизни или новый период в вашей жизни начинается, но достаточно такой перспективный, достаточно благополучный и имеющий финансовую стабильность. Может быть, вы куда-то, не знаю, долгое время шли, карта рыцаря Пентаклей, долгое время прикладывали какие-то усилия, чтобы прийти к тому, что вы здесь будете иметь в конце декабря. Долгое время по семерке жезлов боролись за это и находились в состоянии, где вы решали какие-то трудности, то есть вы стояли на своем, преодолевали какие-то препятствия, и какой бы ни была ваша позиция, вы боролись за свои интересы, за свою защиту, за защиту своих близких, может быть, или интересов своих близких. И сейчас у вас есть эти две королевы, которые здесь показывают уверенность и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, какую-то успешность и благополучие по королеве жезлов. Когда вы готовы заниматься своими делами, вы сильны в том, что вы делаете, вы чувствуете свою силу и вы вдохновлены тем, что вы делаете. Может быть, вы сосредоточены на своей работе, на своих финансах и прикладываете усилий много для того, чтобы приумножить свои финансы. Может быть, вы содержите свою семью, поэтому здесь очень интересует вас практическая сторона вещей. И, собственно, может быть, вас интересует обустройство дома или какие-то вопросы, касающиеся улучшения вашего жилища, то есть чего-то, что касается именно уюта в вашем доме или вопросы семейные, касающиеся финансов. То, о чем я, в принципе, уже говорила, скорее всего. Да? Возможно, вы проводите много времени с семьей, со своими близкими. Но речь здесь идет в целом также о финансах, о стабильности, о изобилии и обо всем, что происходит сейчас в вашей жизни. Оно, скорее всего, наполнено и сосредоточено ваше внимание на практических каких-то вещах. То есть вы увлечены именно вот этими практичными решениями, практическими делами, увлечены своим делом, которое приносит деньги, и очень логичны и очень практичны во всем, что вы делаете. Но опять-таки делайте это все с энтузиазмом, потому что есть королева жезлов, то есть таким огоньком с вашей стихией, потому что это ваша карта, вашего знака, это карта, которая, да, в принципе, может показывать, что и общение у вас может быть завязано с человеком, допустим, огненного знака, как вы, это львы, овны или стрельцы, а может быть, это человек земного знака, то есть девы, тельцы или козероги. Также здесь есть эта восьмерка мечей, которая здесь в целом у вас почему-то выпала, и она показывает, что у вас могут возникнуть какие-то проблемы с
с внутренними переживаниями, потому что вы на чем-то будете зациклены, но это только ваши мысли, и вам может быть что-то некомфортно, вы можете много думать о чем-то и накручивать себя, может быть вы почувствуете, что вы как будто в ловушке находитесь, вы себя сами запутываете в своих страхах, в ожидании чего-то, что пойдет не так, или каких-то худших сценариев, которые могут у вас произойти. Вы, по крайней мере, можете об этом думать. Может быть, это как-то связано с земным или с огненным знаком зодиака, либо переживаете из-за какого-то нового старта или нового действия, не знаю, в своей работе, к примеру, в своем бизнесе. То есть, опять-таки, что-то связанное с работой, с деньгами, может быть, с образованием, с обучением, чтобы зарабатывать больше. То есть вы здесь много об этом можете думать. 4 пентаклей здесь, я думаю, что вы будете очень-очень даже где-то зациклены на какой-то ситуации, да, прям очень много ее будете обдумывать, может быть, будете вступать даже с кем-то в конфликт, обсуждая эту ситуацию, и, возможно, попытаетесь подождать, пока что-то прояснится, потому что есть карта Солнца. Будете ждать какого-то разъяснения, прояснения в этой ситуации. Также здесь 2 жезлов о том, что вы ждете, да, вы ждете момента, то есть вы находитесь на распутье перед принятием решения, возможно, из-за чрезмерного такого обдумывания, может быть, из-за какого-то недоверия какому-то человеку здесь, да, то есть вы очень много анализируете ситуацию, стараетесь взвесить все варианты и продумать все эти варианты, все плюсы и минусы, и, возможно, в какой-то области жизни у вас будет несколько вариантов, и вы будете планировать, вы не будете торопиться, вы займете такую выжидательную позицию, вот карта умеренности, будете в состоянии спокойном, в рассудительном таком состоянии принимать это решение, то есть здесь баланс, да, то есть вы стараетесь не накручивать себя и стараться не поддаваться тем страхам, которые у вас есть в голове. То есть вы стараетесь здесь больше быть такими, вот знаете, позитивно настроенными, свободолюбивыми. Вам захочется быть, по крайней мере, такими вот огненными здесь, беззаботными, успешными, да, и ну, даже не знаю, в целом достаточно хорошие карты, то есть даже несмотря на этот выбор, вы принимаете это решение достаточно взвешенно, потому что вы в состоянии спокойно принимаете на холодную голову, собственно, без каких-то эмоций таких и каких-то чувств, то есть с уверенностью, с такой стабильностью в том, что вы делаете, да, опять-таки, что вы предпринимаете. И эта карта Солнца, которая здесь есть, прояснение ситуации, какие-то значительные позитивные изменения, которые у вас будут, такая полная ясность, которая наступает в вашей жизни, и вы будете очень и очень этому рады, потому что это процветание, это счастье, это радость, то есть в целом для вас конец года очень счастливый, и вы войдете в новый год уже с такой какой-то очень позитивной, да, в вашей жизни ситуации, когда вы будете радоваться, когда вы будете счастливы, будете рады, что вы успешно и счастливо завершили этот год, прекрасно завершили этот год, и с такой с убежденностью, что следующий год будет таким же наполненным, результативным, собственно, с таким оптимизмом смотрите в следующий год. То есть карта хорошая и баланс, да, ощущение баланса в вашей жизни, которое здесь также присутствует. То есть у вас очень-очень хороший расклад на самом деле, Овны. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще не подписаны. Также оставить сообщение под этим видео. Я буду очень-очень рада такой вашей активности. На этом прощаюсь с вами. До скорого!